Привет, мои дорогие друзья! Две новости важные. Первое, это Ринат Ахметов передает весь свой медиабизнес государству. Что это значит? Объясняю, да. Взял олигарх и решил передать многосотмиллионный бизнес просто государству. Это сделка с офисом президента, означает она только одно: весь бизнес остается у Рината Ахметова. Ринат Ахметов не подпадает под определение олигархи и перестает внезапно быть олигархом, а оплывшую рожу наркомана вы будете видеть с утра до утра. То есть на всех каналах, помимо сказок о великих победах и гимна, вы будете постоянно видеть это чучело. Вот и все, что это значит. Рината Ахметова вывели. Сейчас Коломойский откажется. И, в общем, в Украине получится олигархов и нет. Вторая новость — это то, что сообщили, что наконец-то отпустили командира батальона «Торнадо» Онищенко. Напомню, что члены батальона «Торнадо», вот просто вы вдумайтесь, до чего нужно было дойти, чтобы быть осужденными украинским судом за массовые убийства мирных жителей и изнасилования. Они насиловали не только женщин, но и мужчин. Пытки, изнасилования и так далее. До чего нужно было дойти в своих пытках и изнасилованиях, чтобы украинский суд усмотрел в этом что-то не то. Его отпустили, отпускают всех их, и, конечно же, они очень нужны на фронте. Я так понимаю, сражаться они будут опять-таки с мирным населением. Зеленский настоящий ублюдок, об этом, конечно, не сообщает мировая пресса, да им всем плевать, вы же понимаете. Им вообще до лампочки то, что происходит, но не до лампочки им станет тогда, когда вот эти или типа этих будут приезжать, получать у них виды на жительство и будут заниматься уже в Европе своими делами. Вот тогда, поверьте, они проснутся. Будет поздняк. Теперь относительно отчетов. Появился отчет Организации Объединенных Наций. Что этому предшествовало? Предшествовало военное преступление, потому что 13 марта было сообщение о том, что россияне обстреливают города Луганщины, даже дом престарелых из танка. Они намеренно целятся в тех, от кого не будет сопротивления: женщин, детей, стариков. Вот какой военный в здравом уме будет стрелять по дому для престарелых? Из танка. А россияне это сделали целенаправленно, в Кременной. Чем им мешали беззащитные люди в почтенном возрасте? Россияне уничтожают всех без промедления, сообщил глава военной администрации. Тут, конечно, задумаешься. Это же на самом деле неадекватные. Чем им помешали эти несчастные старики? Вполне возможно, вы видели эту новость, а потом о ней забыли. Но она отложила свой отпечаток у вас в голове. В Кременной россияне из танка обстреляли дом престарелых. 56 трупов. Это сообщили все украинские СМИ. В упор из танка оккупанты расстреляли дом престарелых. В упор расстреляли дом престарелых. Генеральная прокуратура не могла, конечно же, пропустить такой момент. Дело в том, что если бы Кременная уже была деоккупирована, то туда также успели бы свозить делегации, они бы приезжали туда, смотрели бы на этот дом престарелых, приносили бы цветы туда и так далее. Как это сейчас налажено просто, эти экскурсии в Ирпень, к примеру. То же самое было бы. Но она не подконтрольная. Генеральная прокуратура отреагировала. Обстрел дома для пожилых людей. По данным следствия, еще 15 человек, оставшиеся в живых, то есть кто-то выжил. После обстрела для пожилых оккупанты их незаконно лишили свободы, вывезли на временно оккупированную территорию в город Сватово, Луганской области. Понятно, для чего они это сделали. Вот, видите, Генпрокуратура тоже врать не будет, что был обстрел. Они их вывезли, скорее всего, для того, чтобы заткнуть рот выжившим свидетелям. И вполне возможно усыпят там, в одном из своих концентрационных лагерей. Кременная была захвачена Российской Федерацией, взяли город Кременная. Как сообщали о том, что случилось в доме престарелых российские СМИ, вы думаете, там намного умнее, что ли, чем украинские СМИ? Так не очень. Вот, к примеру, жители дома престарелых в ЛНР рассказали, как выжили при обстреле ВСУ. То есть, та сторона заявила о том, что ВСУ обстреляли дом престарелых. Жители дома престарелых в поселке Старая Краснянка рассказали, как спасались при пожаре в здании, который начался из-за обстрелов со стороны украинских националистов.
Но когда мы читаем, что, собственно, говорят эти свидетели, а есть видео, тут уж ничего не выдумаешь, эти старики на видео четко говорят, что происходило. Слава богу, живые остались. Мы не знали, что делать. Руководство попряталось. Давай бежать по лестницам, а там стреляют. Куда бежать? Подвал закрыли. Сказали, сидите на первом этаже. Никуда не выходите. Они добавили, что украинские националисты прятались от огня между кроватями в комнатах и выставляли военную технику около стен заведения. То есть в одном и том же тексте мы видим, как украинские националисты прятались между кроватями и при этом обстреляли дом престарелых. Ну, это типа никого не смущает. Вот уже РИА Новости. Более 50 человек погибли при пожаре в ЛНР после обстрела ВСУ. Вчитайтесь, хорошо, вдумчиво вчитайтесь в это заявление. Украинские бандформирования в марте 2022 взяли в заложники более 70 человек, которые находились в Кременском доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов. В результате пожара, вызванного обстрелом со стороны укронацистов, заживо сгорело более 50 человек. Они взяли в заложники и сами же обстреляли. После обстрела ВСУ, то есть начали повторять, многие бездумно начали повторять. При этом должен заметить, что на Первом канале вышел репортаж. И, в принципе, там было описано от А до Я, достаточно четко, что там произошло, мы должны тоже это признать. В смертельную ловушку украинские боевики превратили дом престарелых. И вот, расставляется все по своим местам, потому что ООН выдает отчет во многом неожиданный. Потому что в последнее время об этом говорить не модно, о таких вещах, да? Через 2 недели после того, как Россия начала вторжение в Украину, поддерживаемые Кремлем повстанцы напали на дом престарелых в восточном районе Луганска. Десятки пожилых людей, пациентов-инвалидов, многие из которых прикованы к постели, оказались запертыми внутри, без воды и электричества. Нападение 11 марта вызвало пожар, который распространился по всему учреждению. Небольшому количеству пациентов удалось выжить. На войне, захлебнувшись зверствами, нападение на дом престарелых у села Старая Краснянка отличалось жестокостью. Украинские власти полностью возложили вину на российские силы, обвинив их в убийстве более 50 уязвимых мирных жителей в результате жестокого и неспровоцированного нападения. Но новый отчет Организации Объединенных Наций показал, что вооруженные силы Украины несут большую и, возможно, равную долю вины за то, что произошло в Старой Краснянке. Что там? В начале марта, согласно отчету ООН, когда активные боевые действия приблизились к дому престарелых, его руководство неоднократно обращалось к местным властям с просьбой эвакуировать жителей. Но эвакуация была невозможна, поскольку украинские силы заминировали окрестности и заблокировали дороги, говорится в сообщении. Дом построен на холме, находится рядом с ключевой магистралью, что делает его стратегически важным. И они заняли этот стратегически важный объект, установили там пулеметы, технику и начали вести обстрел. Российская сторона начала подавлять огневую точку. Украинские власти возложили вину на российские войска, обвинив их в убийстве более 50 беззащитных гражданских лиц. Однако УВКПЧ считает, что заняв боевую позицию внутри дома престарелых, вооруженные силы Украины фактически превратили здание в мишень и несут, возможно, не меньшую ответственность за гибель людей. Заложники. Живой щит. Это не первый случай, но первый на моей памяти, когда об этом говорит ООН. Это официальный отчет. И это факт. Как реагирует на этот факт Офис президента Украины? Дело в том, что ООН там озвучил и другие нелицеприятные факты. Офис президента моментально на это реагирует. Что говорит еще ООН? О задержаниях людей, которых только подозревают там в чем-то. У нас есть обеспокоенность, что аресты могли быть произведены не в соответствии с международными обязательствами Украины по правам человека. Мы также задокументировали 12 случаев, которые могут быть приравнены к насильственному исчезновению украинскими правоохранительными органами. Они отчитались о случаях пыток и жестокого обращения, в том числе с военнопленными, с обеих сторон, и пожаловались на незначительный прогресс в привлечении виновных к ответственности. Как на это реагирует Ермак, которого в Штатах уже называют шпионом? А он реагирует так: ставить жертву и агрессора в один ряд – это размывать ответственность и смещать фокус. То есть мы в любом случае правы, потому что мы жертва. Поэтому мы можем отрезать уши, выкалывать глаза, брать в заложники,
Стрелять из роддомов, а потом говорить, смотрите, они неадекваты, обстреляли роддом. Или смотрите, какие они неадекваты, обстреляли дом престарелых. Когда читаешь эти новости массово, когда об этом заявляет глава администрации и официальная власть, ты думаешь, ну ведь действительно неадекваты. Зачем обстреливать дом престарелых? Подогнали танк, там же подробности, подогнали танк и расстреляли престарелых. Не любовь к престарелым какая-то. Что западная пресса на этот отчет? Deutsche Welle об этом сообщает, что и Россия, и Украина ответственны. Но другая западная пресса, которая с удовольствием ретранслирует любую чушь от украинского правительства, не замечает или не придает достаточного значения этому отчету. А что же сама администрация Луганской области? Ну как? Ну теперь-то их поймали на лжи. Надо как-то объяснить. Никогда не сдавайся. И вот уже вчера они рассказывают, россияне расстреляли из танка 56 пожилых людей в Кременной. А теперь пытаются скрыть правду. Русские просто установили танк, поставили перед домом и начали стрелять, пока не убили всех. Россияне в ООН, по всей видимости, пытаются скрыть следы своего злодеяния. И они продолжают утверждать, стоять на своем, что те просто подогнали танк и расстреляли в упор. Ни у кого вопросов не возникает. Кроме нас. У нас возникли вопросы. Я думаю, что мы получили исчерпывающие ответы. Пока. Собираем пакеты, формируем. Девочки тоже подсовывают гречечку. Начинаем выносить пакеты. Вот уже собран один район города. Спасибо огромное Анатолию Шарию и его ребятам, волонтерам за гуманитарную. Она в это время очень-очень кстати. Привет, друзья! Сегодня депутаты Чугуевского городского совета продолжают заниматься доставкой гуманитарной помощи, продуктовых наборов от Чугуевского территориального центра для лиц старше 65 лет, инвалидов и лиц временно перемещенных. Эти люди не смогли самостоятельно прийти получить на пункте выдачи свои продуктовые наборы, поэтому мы помогаем, чтобы каждый получил и не остался без своих продуктов питания. Хочу сказать большое спасибо вашей команде за гуманитарную помощь. Она сейчас как раз кстати. Большое спасибо вам. Дуже вам благодарні ми. Спасибо, дай Бог вам здоров'я. Спасибо вам большое за ваше понимание, чуткость, терпение к нам. Ваши пакетики так выручают, особенно лялечкам. Спасибо вам. Велике спасибі вашій організації за допомогу. Спасибо огромное за помощь. Нам эта помощь сейчас очень кстати в это нелегкое время. Успехов вам и всего самого лучшего. Спасибо. Щиро дякую всім волонтерам за допомогу, що не забуваєте нас, переселенців, які потрапили в дуже тяжкі становища у наш такий нелегкий час. Спасибо вам за гуманитарную помощь. Дай Бог вам здоров'я. Велике дякуємо за допомогу вашій організації, за те, що ви думаєте про нас, про переселенців. Всього вам найкращого і подальших успіхів. Огромное спасибо партии Шария и волонтерам, которые помогают людям в такой тяжелый период. Переселенцам Донецкой области спасибо партии Шария. Я хочу сказать огромное спасибо команде ППШ. Вот мы с малышом пришли, мы очень довольны, взяли вещи самые необходимые. Мы оказались в такой ситуации, что действительно сейчас я рожала, когда были сирены, ехала домой, когда было много блокпостов, да. И сейчас ситуация, когда у мужа вопросы с работой, да, и у меня мама сейчас после инсульта, и действительно нам тяжело покупать и вещи ребенку, и еду даже для себя, поэтому огромное спасибо, мы передаем привет. Загружаем пакеты в Шевченковском микрорайоне. Вот уже собрались люди. Спасибо большое за помощь. Большое спасибо за помощь. Мы это очень ценим в эти нелегкие времена.
Большущее вам спасибо за вашу помощь, за то, что помогаете в такой тяжелой ситуации нам всем. Большое вам спасибо за помощь. Огромное, огромное, огромное. Спасибо большое за оказанную помощь волонтерам и депутату Яковлевой за то, что помогают в такие трудные времена для нас, переселенцев. Спасибо всем волонтерам за помощь. Очень вас нуждаемся. И спасибо, что вы нас понимаете и помогаете. Спасибо вам большое за помощь семьям с детками. Спасибо большое вам за помощь в такое нелегкое время. Добрый день. Сегодня приобрели лекарства. Это лекарства от диабета для Ларисы Васильевны. Спасибо большое, ребята, огромное. Дай Бог вам здоровья, счастья, удачи. Всего самого доброго. Спасибо большое. Догружаем машину пакетами с гуманитарной помощью. Мы помогаем памперсами, питанием, средствами гигиены. Мы приехали на космос выдать гуманитарную помощь. К сожалению, это вот последняя раздача на этой неделе, пока мы не получим новый груз. Огромное вам спасибо за ваш труд, за вашу помощь в такое тяжелое время для нас. Спасибо за гуманитарную. Спасибо большое волонтерам за такую существенную помощь в наше время. Огромнейшее спасибо. Спасибо волонтерам, большая благодарность. Спасибо вам большое за оказанную нам помощь. Спасибо большое за гуманитарку.